Представьте, центр Афин, декабрь 1992 года, зима. За окном будни большого города, мирно ездят трамваи, прохожие спешат по делам, запах кофе тянется из кофеин. Но никто не подозревает, что прямо под ногами идет операция, достойная сценария голливудского триллера. Это не кино, это реальность. В ночь на 21 декабря 1992 года произошло одно из самых загадочных ограблений века – рифифи по-гречески. Одно из самых впечатляющих и методично организованных краж, ограбления века, полностью отражает реальность. Это дело до сих пор не раскрыто и закрыто юридически по сроку давности. Утро понедельника 21 декабря 1992 года не было обычным для сотрудников Центрального отделения Банка труда Трапеза Эргасиас, расположенного на улице Каллироис, 19 в Афинах. С изумлением они обнаружили, что взломано бронированное хранилище, где находились банковские ячейки клиентов. 301 из 1151 ячеек были вскрыты, а их ценное содержимое исчезло. Ущерб оценили примерно в 5 миллиардов драхм. Это 14 миллионов евро. Удивление полиции стало еще больше, когда выяснилось, что преступники попали в банк через туннель, прорытый ими из русла реки Илисос, протекающей под улицей Каллироис. Туннель был длиной около 23 метров и был выполнен мастерски. Вдоль маршрута были уложены рельсы, по которым при помощи маленькой вагонетки вывозили строительный мусор. Удивительно, как такая трудоемкая операция осталась незамеченной, учитывая, что по оценкам полиции на прокладку туннеля ушло от 10 дней до 3 месяцев. Видите, площадка между улицами, то есть там трамвайные пути, там под землей проходит Илисос, река, забранная в подземный коллектор. А вот, собственно, и банк. Сейчас это Евробанк, а когда-то это был банк Эргасиас, Трапеза Эргасиас. И вот, собственно, вот от трамвайных путей проходил подземный подкоп, и проходил куда-то вглубь в подземелье, скажем так, в подвал этого банка. Преступники действовали внутри банка в выходные 19 и 20 декабря. И за это время без помех вскрыли те ячейки, которые их интересовали, не оставив ни единого следа. Когда впервые сработала сигнализация, охрана немедленно прибыла на место, однако никаких следов преступления не обнаружилось. Приехав по вызову сигнализации еще несколько раз, компания по охране банка сочла сигнализацию неисправной и вовсе отключила ее. Как выяснилось позже, все это время преступники находились в туннеле, прикрыв дыру в стене сейфом. Расследование шло вслепую, пока в воскресенье 12 января 1993 года случайно не были обнаружены на пляже во Вравроне пустые шкатулки от драгоценностей, облигаций, чеки и другие документы. Они были бесполезны для преступников, но потенциально полезны для следствия, которое надеялось найти зацепки. Однако ничего значимого из этого не вышло. Полиция сочла почти наверняка, что преступники сбежали за границу с добычей, воспользовавшись скоростным катером. В июне 1994 года в деле произошел поворот, возродивший надежды на его раскрытие. Заключенный по делам о мошенничестве сириец Джумах Халид, находящийся в тюрьме Коридалос, делал признание. Он заявил, что участвовал в ограблении и обвинил руководящий персонал банка и предпринимателей, всего около 17 человек. Правосудие среагировало быстро, и в августе следователь по делу выдал ордеры на арест. Заместителю директора отделения Анагностису Калафатису
предпринимателю Стелиусу Коловусу, Дионисию Папастаматису, Эммануилу Спанудакису и сотруднику почты Лабросу Коцалусу. По результатам судебного расследования были получены показания об их причастности. Калафатис и Папастамататус были взяты под стражу. Коцалус временно освобожден с ограниченными мерами. Остальные двое не явились для дачи показаний. Однако с ноября дело стало развиваться в обратную сторону. В интервью телеканалу Ант Халид отказался от своих прежних показаний и 25 января 1995 года подтвердил это официально в суде. За несколько дней до этого Калафатис и Папастаматис были освобождены из-под стражи. Осенью того же года дело было закрыто решением апелляционного совета, согласно которому все 5 обвиняемых были оправданы. Нераскрытие дела породило множество теорий о возможных преступниках. В этих версиях фигурировали итальянские и российские мафиози, а также участники террористических организаций, таких как Элла, греческая леворадикальная организация. Что касается банка Air Россия, основанного в 1975 году группой инвесторов во главе с банкиром Константиносом Капсаскисом, в 2000 году он был поглощен Евробанком. Помните, в самом начале нашего рассказа я назвала это ограбление рифифи по-гречески. Что вообще означает рифифи, откуда взялось это слово? Слово рифифи в греческом языке стало почти синонимом краж интеллектуальных, интересных, каких-то ограблений, которые происходят с помощью подрыва, подкопа и всяких других интересных методов. Слово рифифи, как вы могли уже догадаться, пришло к нам из французского языка и стало оно популярным благодаря фильму 1955 года «Du rififi chez les hommes». Это криминальная драма о бывшем воре, который организует ограбление, кражу ювелирного магазина вместе с друзьями. В этом фильме есть сцена, где практически 30 минут без единого слова, шаг за шагом проделывают дыру из соседней квартиры над магазином ювелирным с помощью зонтика, вытаскивают, чтобы не сработала система сигнализации, всю штукатурку и абсолютно успешно совершают свой грабеж. А что вообще означает слово рифифи? Оно было популярно как жаргон, как сленг в французском языке в 40-х и 50-х годов, в послевоенное время, как потасовка, завирушка, какая-то криминальная драка и что-то в этом роде. Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le rififi. Il est à nous et faut voir comme on le comprend chez les vrais hommes, le rififi. Bella, bella, bellissima. Ne vous crevez non plus le cigare, c'est tout simplement la bagarre, le rififi. Фильм «Рифифи» оказался очень популярен в Греции в 60-х годах, и с тех пор термин «рифифи» стал частью разговорного греческого языка. То есть, если банк ограбили с помощью пистолета, это не рифифи. А вот если с помощью подкопа, подлаза через вентиляционную трубу, это уже рифифи, то есть с элементом какой-то интересной и интеллектуальной, увлекательной истории. Давай, Марио, пора грабить. Грабей, Марио. Mario Brindisi vuole rapinare una banca. Марио Бриндизи собирается ограбить банк. К его приходу завезли 100 миллиардов лир. Что я сказала, ты смотри, не доводи до рифифи. В настоящее время вход в туннель, который проходит под оживленной улицей Калеройс, забетонирован. Естественно, в целях безопасности.
Однако в бетоне есть небольшое отверстие, через которое можно заглянуть с фонариком внутрь. В 2023 году ограбление Рифифи напомнило о себе. В один прекрасный день прямо на асфальте образовалась дыра. Кусок дороги просто провалился в тоннель, и сразу все СМИ дружно вспомнили об этом ограблении. Оживились YouTube-блогеры, было снято немало документалок. Однако я об этой истории узнала совершенно другим образом. Сейчас расскажу. Дело было в январе 2020 года, за пару месяцев до пришествия коронавируса и карантина в Греции. Мы с мужем были на экскурсии под землей в коллекторе реки Илису. И вот, проходя одно из ответвлений туннеля, наш гид говорит: а вот отсюда, из этого небольшого туннеля, если пройти пару сот метров, и начали делать свой подкоп знаменитые, хоть никому и неизвестные грабители банка РГС. Это то самое Рифифи 1992 года, подхватили другие участники экскурсии. Да, оно самое, подтвердил наш гид. Помню, когда я вернулась домой после нашей подземной экскурсии, я сразу загуглила, что такое Рифифи. На русском, на английском, но кроме терминологии я не могла найти информации. Рифифи 1992 года. Об этом я нашла информацию только на греческом, но если вы наберете это в YouTube, то, наверное, первое, что вы найдете, это рок-поп-группа греческая, популярная в 90-х годах, которая называлась Рифифи. Или же советская песня 1983 года, где говорится, что Рифифи будет, если в случае неверности супруга, то жена ему устроит Рифифи. Что же такое в ее понимании Рифифи, не совсем понятно. Но песня полностью основана на музыке из того самого французского фильма 1955 года. Нельзя ответить в двух словах, в чем смысл Рифифи. В завершение я хотела бы отметить, что, монтируя это видео, я использовала материал из документального фильма под названием «Туннель», «The Tunnel», который был снят американским режиссером, документальный фильм о реальных событиях 1962 года, о реальном туннеле точнее Берлинской стеной, соединяющей ФРГ и ГДР. Этот туннель даже их было два туннеля, но конкретно тот, на который выделился бюджет и который упоминается в самом фильме, был сделан несколькими итальянцами. Чувствуете, вот эта итальянская мафия. Сделал несколькими итальянцами. Очень смелый поступок. Они хотели спасти своего итальянского друга, который оказался по ту сторону стены и не мог просто так убежать, потому что у него была семья и маленький ребенок. В результате они спасли не только его, но и несколько десятков человек, абсолютно благополучно пересекли под землей Берлинскую стену. Очень интересный фильм, ссылку на него я оставлю в описании, обязательно посмотрите. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь, пишите комментарии, я всегда их читаю и всегда жду. Берегите себя и до новых встреч!